Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем вязать бисером сумку для кукол. А перед началом огромное спасибо бустерам и спонсорам канала. Ваша поддержка для меня очень много значит. Для вязания возьму маленький крючок, примерно 0,5 мм, бисер и, конечно же, нитки. В этот раз у меня вот такие толстые глянцевые из полиэстера. При помощи тонкой иглы набираю длинную цепочку бисера на нитку прямо с катушки. Основные элементы, как всегда, буду показывать на более крупной пряже. Начну с донышка сумки. Я буду вязать его без бисера, но вы можете попробовать и с ним. Делаю первую петлю, а затем друг за другом набираю цепочку из 10 воздушных петель. Количество этих петель регулирует длину овала донышка и, соответственно, ширину сумки. Дополнительно делаю еще одну петлю подъема. И ввожу крючок во вторую петлю. Вытягиваю нить и провязываю обе петли на крючке. Это столбик без накида. Такие столбики вяжу в каждую петлю до конца ряда. В последнюю петлю провязываю сразу 3 столбика без накида, чтобы получилось закругление. Далее провязываю столбики, двигаясь с другой стороны. Теперь буду делать соединение первой и последней петли ряда. Вытаскиваю крючок и ввожу его с другой стороны в самую первую петлю. Захватываю последнюю петлю и вытягиваю ее на другую сторону. Снова вынимаю крючок и вставляю спереди вот таким образом через петлю подъема предыдущего ряда. И через оставшуюся петлю. Захватываю рабочую нить и протаскиваю через все это. Чтобы связать ровный овал, нужно делать по 3 прибавки на каждом из закругленных концов, то есть провязывать 2 столбика без накида в одну петлю. Провязываю петлю подъема. Она будет считаться первым столбиком. Сюда же провязываю и второй. Первая прибавка. Затем 2 столбика в следующую петлю. Это вторая прибавка.
а третью прибавку сделаю в конце ряда. Дальше провязываю по одному столбику без накида каждую петлю до следующего закругления. Также делаю 3 прибавки подряд. Вяжу обычные столбики до начала ряда. И теперь делаю третью прибавку на этом конце. В следующем ряду петель стало больше, а прибавки нужно делать также 3 штуки. Вязать их буду через одну петлю. Так как петля выходит не из центрального столбика, провязываю только одну воздушную. А уже в следующую петлю вяжу прибавку. Затем один простой столбик, а потом вторая прибавка. При желании можно наращивать и наращивать ряды, в каждом кругу увеличивая промежуток между прибавками на одну петлю. Я провяжу еще один ряд. Последнюю петлю вывожу наизнанку. И переворачиваю. Теперь буду вязать высоту сумочки как бы изнутри. В первом подготовительном ряду ввожу крючок не под дужки косичек, а под перемычку за ними. Провязываю обычные столбики без накида. Так вяжу по всей окружности. После этого начинаю вязать бисером. В предыдущем видео про вязание пайетками я вязала английским способом. В этот раз буду вязать так называемым русским способом. Ввожу крючок под обе дужки петли, затем пододвигаю бисер и захватываю нить за ним. Провязываю обе петли на крючке. При вязании этим способом бисер ложится плотно и немного со смещением, в отличие от английского, где бусинки ложатся ровно одна под одну. Продолжаю вязать высоту сумочки по кругу и по спирали, не переходя на следующий ряд через воздушные петли. Следите, чтобы нить не перекручивалась и не цеплялась за бисер. Всего у меня получилось 11 бисерных рядов. А затем провязываю 5 рядов уже без бисера. Из больших колечек можно сделать ручки. Прикладываю кольцо к верхнему краю и пришиваю его.
делая стежки вплотную друг к другу. С другой стороны пришиваю и второе колечко. Длинную ручку сделаю из мелкой цепочки. А чтобы она не была такой скучной и лучше подходила к сумке, я украшу ее той же нитью с бисером. Ввожу иглу снизу звена. Продеваю ее в бусину. И снова увожу вниз в то же самое звено. Теперь делаю то же самое в следующем звене. И так до конца. После этого креплю цепочку по бокам сумки. И вот такая сумочка из бисера у меня получилась. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал.